Завтрак у нас сегодня будет на заправке, потому что все подчистили дома, оставили полностью чистую квартиру. Центр города Варшава. Этаж, который мы выбрали в самом верху сейчас. Вот. Визуализируется, как мы поднимаемся. Прикольно, да? Расскажу вам немного фактов о Варшаве. Смотрите, какой у меня ягненок классный. А вот стежки, ребрышки. Какие-то эти самые хорошо поработали. В Варшаве есть кафе, мороженое которое признано лучшим в мире. Вот сейчас поедем попробуем этого мороженого. Ну, в общем-то, мороженое реально очень приятное. А угадайте, возле чего я стою? Это автомат по продаже каннабиса. Матвей, ты в курсе, что тут привидения будут? Завтрак у нас сегодня будет на заправке, потому что все подчистили дома, оставили полностью чистую квартиру. А можно мне еще чай? Не уверен. Да. А что с этим Excel? Я не понял. Не то. Где делся Excel? Да. Ладно. Наверное, невкусно. Ты как обычно любишь взять что-нибудь, что потом невкусно. Я с тобой не поменяюсь. Завтрак в семье Клинцовых. Мне какая-то неведомая фигня. Матвей, ты доволен своим завтраком? Ладно, сейчас я выберу круассан попросили. Сегодня на завтрак сосиски. Где у тебя сосиски? И наш автопробег начался через 2 часа после того, как должен был начаться. Ну ладно. Все равно сегодня доедем. Едем мы под Стахилевым пляж. Приурочим наш автопробег к пробегу за свободную Беларусь. Да? Ура! Ой-ой-ой. Вот эта пробка и началась. Спокойно. Вообще, друзья, кто всегда планирует выезд в определенное время, выезжает часа на 2-3 позже, ставьте лайк или пишите в комментариях. У нас так всегда, да? Часа 2-3, а то и 4. Ну что, собирались? А чё? А чё?
Очень странно. Адрес, который в приложениях отельном Hotels один. Письмо прислали другой. Письмо. Здесь направо. В письме прислали другой адрес. И там еще целый Форт Боярд, чтобы попасть. Сейчас будем попадать. Надо ввести 3 кода. Код от почтового ящика. Потом что-то закрыть. Достать ключ, закрыть. Сейчас мы туда не попадем. Это, наверное, паркинг, да? Да. Или там паркинг? Или там. Так, Да. ладно, давай я пока здесь поставлю. Мы... Вот Да. этот дом наш. Да. Да? Да. Начальника, я не знаю. Да. Ладно, пошлите Дом. искать пешком. Какой-то дом. Слушай. Уже вот нашего якобы настоящий. Центр города Варшава. Съезжайте с Красиво, перекрестка да? с круговым движением. Ух ты, какой козыречек. Варшава, мама. Вот такой ты домой к нам в дом на хотела. северо-запад. Затем поверните направо. Поверните направо. Ой, Затем надо было повернуть поверните. направо. Направляйтесь на северо-запад. Через Ну ладно. 400 метров поверните налево. Только почему-то теперь налево. Непонятно. Ну ладно. Ну, красивые такие, да, здания есть. Гуляем по центру. Краун Плаза. Идет, камни идет. Смотрите, Это не дождь, это капает с крыши, похоже. с какой высоты. С какой высоты. Что написано? Хаб. Туда, куда мы идем. Шли в хаб. Папа, я... Смотри, вон вы этаж, который мы выбрали в самом верху сейчас. Вот. Визуализируется, как мы поднимаемся. Прикольно, да? Да. На 21 этаже был когда-нибудь смотреть? Я на 21-м даже не знаю. Нет, это был в Вильнюсской телебашне. Это было еще больше, Это еще да? больше было, да. Поэтому твой 20... Но все равно в ресторане же ты не кушал такого, что... Я пока заправлялась. Ресторан. Я же говорю, это Sky-бар называется. Почему? Sky, небо. Скайбар туда. Ресторан. Не понял. Please wait to be seated. Подождите. Ага. Ой, Smart Casual. Dress-code. То есть типа все у них там занято, да? I don't know. Может быть. Я вижу, там свободно. Ты говори. Так ты повтори то же самое. Что, помогите нам найти ресторан The Roof? Вивон. День Добрый. добрый. Can you help us? Have you any seats now? Yes, but our bar is only for adults. Only for что? For Adults. what's this? Uh, Our English is not good. no kids, No kids. only adults. 18 years Adults. old. Все, я поняла. Взрослых. Ага, окей. 18 years old. А детям нельзя? Why? Why? Просто так? Не важно. Ясно. Окей, sorry. Окей. Почему мне не... Почему-то детям нельзя. Может быть, знаешь что, Матюш? Скорее всего, там этот, как его, очень низкие, ну, не закрыто полностью.
И, грубо говоря, там по пояс, наверное, только стеклянное ограждение. Мы опять ошиблись с этажом. Здесь нужно всегда нажимать на нолик, чтобы приехать на первый этаж. А первый этаж это второй. А третий этаж это, ты понимаешь. Это цифра 2. Третий. Опытов? Красавец, пойдем. Расскажу вам немного фактов о Варшаве. Легенда гласит, что рыбак по имени Варс влюбился в русалку, которую звали Сава. Благодаря этому союзу и произошло название города Варшава. Варшава. Образ русалки стал символом города. В 1855 году в Варшаве на рыночной площади этой русалки установили памятник. После Второй мировой войны столицу хотели перенести в другое место, так как Варшава была на 85% разрушена. Но потом решили ее оставить. Старый город отстраивали по картинам 17-18 веков. Его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО как совершенный пример восстановления уничтоженного имущества. Варшава – единственный польский город, в котором есть метрополитен. Первую линию метро открыли в 1995 году, вторую в 2015. В Варшаве нет ни одного цирка, и количество театров превосходит количество кинотеатров. Кстати, самым популярным сказочным персонажем в Варшаве был признан Винни-Пух. В 1954 году улицу В.И. Ленина переименовали в улицу Кабуся-Печатка. Извините за произношение, если неправильно. Варшавский дворец культуры и науки является самым высоким строением в центре Польши. Его высота 237 метров. Дворец был подарком Сталина, построенным на деньги Советского Союза и руками советских строителей. Да, я помню. Дворцовая площадь. Дворец. Пошли, Матюш, сюда. А я тут была. Ну, это все позже, да? Позже. Все-таки пойдем сначала по делам важным, важнейшим делам. Я wiem, no bo Я говорю, что Тут реально вот еще вот эти, вот, знаешь, цвета такие, как будто бы попадаешь в это средневековье. и теплее как. Ну, там, знаешь, такое более, как сказать, ну, как сказать, ну, не знаю, ну, нет, так, глазу уютнее и теплее. Там мило, но как-то там более такой теплый. Еда, еда. О, кухня польская, столица. Угу, это нам подходит. Все, будем есть. Нет, ну я однозначно буду рульку и ягненка. Тебе не жалко ягненка, нет? Я хищник. Поляки очень любят супы и готовят их с удовольствием. Каких только нет супов в польской кухне. Знакомый нам борщ, но с добавлением пельменей, щи, гороховый суп, рассольник, крем-супы. Это все любят поляки. Самым польским супом является журек. Как правило, его презентуют в горшочке, сделанном из хлеба. Выглядит очень колоритно. Он подается с яйцом и немалым куснем копченой колбасы. Очень часто поляки готовят журек на Пасху. Они вообще любят употреблять супы на праздники, что для нас очень странно, потому что мы обычно супчики едим после праздников. В польской кухне есть блюдо фляки. Традиционное польское блюдо – это суп с говяжьих или свиных рубцов
говяжий желудок тщательно моется, чистится, замачивается в холодной воде. Ставится на огонь и доводится до кипения. Первая вода обязательно сливается, во второй желудок должен вариться не менее 2 часов с добавлением лаврового листа и майорана. Уже можно, да? Да, пока горячая. Традиционно не в хлебе. И Потом вот это роль, да? И ребрышки в собственном соку. А что, Матвею? Возьмем ему куриную грудку с пюре. да? И куриную грудку с пюре. А пироль есть? Да. Давайте 2. Тяжелый день. А подскажите что-нибудь вкусное из вкуса, что-нибудь. Закусок очень вкусно, если вы любите морепродукты. Можете попробовать волеванты. Это такие маленькие французские теста, фаршированные шейками с раков в сметанном таком сливочном соусе с укропом. Очень вкусные. Или еще можете попробовать фиго, тоже карамелизованные с козьим сыром. Давайте, наверное, вот этот, да, попробуем с раковиной. Хорошо, вам тогда для начала так, журик и вот эту закусочку, Да. а потом уже ребрышки и... А все по мере готовности. Да, может, Ну, это так будет просто закуска. Хорошо. Будет первая, Да, а потом да. будет вторая. И 2 фиоли, да? Хорошо, да. Да. Хорошо. И водичка. Кочанной и квашеной капусты с добавлением мяса свинины, копченой колбасы, подчеревины. Также в бигос добавляют грибы, томаты, чернослив, разные пряности. Согласно некоторым рецептам, мясо и капуста должно быть поровну. Не обязательно добавлять свежую капусту в бигос. Это делают лишь для того, чтобы блюдо было не слишком кислым. Можно также тщательно промыть квашеную капусту, чтобы этого избежать. Подают бигос горячим, с белым или холодным хлебом, зачастую под водочку. Все меняется в этой жизни. И польские кафе без галенки, и без этого. Суп, как у них, флячки. Да. Ну, он так, зупа с фляками, наверное, так и называется. Вот, этого тут тоже нет. Ну, ничего. Ты хотел его? Я думаю... А мне прикольно, что я когда-то тебе его, так сказать, рекомендацион. Recommendation. Ты такой, что это? И, Валера, я никогда... Рекомендация от меня. Я никогда его есть не буду. Но все его так любят. Tak kochał swoją chatkę, choć raz kawałek krwi, a kiedy przepraszam swego Засунь меня в... Принесли нам покушать. Смотрите, какой у меня ягненок классный. А вот стежки, ребрышки. А у Матвея грудка. И сейчас мы все так наедимся за целый день. Да. Скажи, что... Ого, посмотри, оно... Просто сними это сблизи. Вот, просто как будто бы... Разваливается. Вот, все. Красиво. Все. Кость, вот. Обожаю. Обожать. Все, приятного нам аппетита. И вам тоже, если вы сейчас кушаете. Короче, нам принесли напоследок, так сказать, вот такие вот маленькие рюмашечки, да? Мы уже и так с женой сидим после аперолев, такие хорошие. Вот. И я сказал, что я тогда за руль не сажусь и выпью эту рюмашечку. Можно? Давай. Ну, когда мы будем жить на улице на сегодня? Будем на улице жить, а почему бы и нет? Что-то я боюсь. Вкусно? Нет, только Тише. вези нас. Она такая, знаешь, не сильно алкогольная. Польша считается производителем качественной водки. Всем известна травяная водка «Зубровка», которая изготавливается из травы зубровки, растущей в Беловежской пуще. Кроме крепкого алкоголя, польские пани любят пить ликеры, настойки, пиво, подогретое со специями с добавлением меда. Очень популярно является медовое вино и целебные бальзамы, которые не всегда получается пить дозированно за счет изумительного вкуса. Очень много в Польше сортов пива. Самым популярным является Лех, Татра, Живец. Пиво в Польше вкусное, смакуйте на здоровье. Была не была. Только я сказала, коньячку надо. Кстати, ничего.
Все? Не Папа, я повезет? не смогу. Не смогу. Сможешь? Когда я смогу. Ты с ума сошел? Ты как попробуешь и все, и упадешь тут. Ну. У детей алкоголь не переваривается. Короче, если кому-то интересно, вот название этого ресторана. Столица. Столица, да. Наш ужин обошелся в 330 злотых. Плюс чаевые мы оставили. Короче, судите сами. Но было очень вкусно и очень хорошо приготовлено. Для любителей ночной жизни в Варшаве также найдется место. Здесь множество оживленных вечеринок, баров, клубов. Многочисленные из них располагаются в центре. Этот контент я не отдаю в монтаж, но если вам интересно, напишите в комментариях. Эпицентр ночной жизни на улице Мазовецкой. Также в районе Прага. В реконструированной промышленной зоне вместо старых заводов появилось множество баров вдоль реки Висла. Недалеко от центра вы также найдете район Павильоны, там самое большое сосредоточение баров по плотности. Есть бар «Вид» на крыше одного из небоскребов. Есть клуб с коммунистическими мотивами. В среду и субботу двери открывает клуб с фонтаном во Дворце культуры. Также есть клубы на открытом воздухе. Ссылка на большинство заведений в описании к видео. Друзья, мы приехали на ярмарку завтраков. Ну, сразу пахнет, да. Ого! Вкусными какими-то сосисками, яичничкой. Короче, проводятся такие по выходным у них. Вчера в субботу было отменено из-за дождя, сегодня вот воскресенье, и здесь как бы все вроде есть. Так, если будем, я вчера его... Очень вот так вот это все выглядит. Много торговли. Ну и, соответственно, много где можно чего покушать. Сейчас мы все тут изучим. Пельмешки, Матюш, пельмешки хочешь? Ну, тут торговли больше, чем завтраков. Я хочу... Ой, охранники такие. Угу. Друзья, адрес будет появится на экране сейчас, если кому интересно. Я хочу найти английский завтрак. А вот. Нет, это не английский. Ну, Матвей, наверное, будет бутерброд. Это как раз его размер. Матвей, твой размер, да? Что ты хочешь? Мы же можем сами составить? Tak. Вы поняли. Ну, говори, что ты хочешь. Что ты хочешь? Грибы хочешь или Ты шампиньоны? тыкай. Грибы, например, колбаска. Хочу эту колбаску, шампиньоны. А это не остро? Papryka ostra. Ale możemy bez papryki. Bo to wszystko jest na bieżąco nakładane. Короче, сейчас мы чего-нибудь возьмем и покажем вам. Papryka ostra. Ale możemy bez papryki. Bo to wszystko jest na bieżąco nakładane. Есть какой-то, да. Ну, это тарелка с домовыми пиклами. Ну, с домовыми Ну, понятно. соленьями. Да. А ты что будешь есть? Цветной. А вон бутерброд со шпротами похож. Я, если честно, не знаю, что мне нужно. Ну давай, решайся. Так, и что? Сыр.
яйка, цибуля, чизхам. А, все. Сыр, бекон, яйцо и карамелизированный лук. Надо попросить без лука. И нормально мне будет, да? Ну давай, наказывай. День добрый. Можно галета с бретоны, которая бретоны. Бретона? Так. Dobrze. Але без цибули. Teraz? Без цибули. Bez cebuli, dobrze. Стежка немножко припоминает польский язык. А в Швеции шведский припомнишь? Да, если из прошлой жизни подзагрузиться. Ну, полезными наши завтраки особо не назовешь. Ну, вот как-то так. Мой более легкий. Приятного нам аппетита. Итак, мы вкусно покушали. Сейчас едем на фестиваль красок. Видимо, будет весело нам. Все готовы побывать в краске? Вон Псковское военное поле. Главные железнодорожные узлы, проездные дороги, огромные склады и производство оружия. Все это отлично обеспечивало царскую армию, державшую Речь Посполитую в цепких лапах двуглавого орла. Матвей, ты в курсе, что тут привидения будут? Ну, вот слушай, я, если честно, стремаюсь с таких мест ходить по ним. Чего? Заброшкам? Ну, заброшках таких больше теряться не видно. Даже одежду какого. Одежду. Я туда выйду. Надо включать фонарики. Решили закончить с прогулкой по парку. На каяке не пойдем. Мы уже в Вильнюсе поплавали, да? Здесь такая более нудная, скажем так, прогулка получится по узкому каналу. И мы уже, в принципе, ее обошли. Весь этот путь. Поэтому поедем сейчас есть в Польше, в Варшаве. Есть кафе, мороженое которое признано лучшим в мире. Вот сейчас поедем попробуем этого мороженого. Друзья, приехали в какое-то захолустье, окраина, скажем так. Мы думали, что это будет центр города. Это оказалось где-то не в центре. И сейчас посмотрим, где находится эта мороженица. Я уже подумал, адресом ошиблись, если честно. Но вроде нет. Вроде там где-то очередь стояла. Вот так все ходят. Выходной и все тут. Это итальянцы. Влохи это итальянцы по-польски. Короче, вот такая вот очередь здесь, да? Ну, будем стоять, что делать? Надо же попробовать самое вкусное в мире мороженое, да? Итак, дорогие друзья, 30 минут в очереди, и мы почти добрались до мороженого. Тяжело это отстоять очередь за всемирно известным мороженым. Оно очень как будто яблоко есть. Ну, реально прикольное. У меня Орео и сметанковое. Стеша взяла яблочное и Ферреро Роше. Некуда приткнуться, пошли в Матвей взял шоколадное и фисташковое. Короче, у нас у всех разные вкусы. Но, в общем-то, мороженое реально очень приятное.
Быстро тает очень. Всем советуем съездить. Реально очень вкусное мороженое. Не зря оно такое. Все. Победитель, да? Класс. Короче, мороженое, как я говорил, было очень вкусное. И стоит оно, что всего ничего, 18 злотых, да, получается? 18 злотых за 3 порции мороженого по 2 шарика. Так что, в принципе, тут нету накрутки за популярность, которую могли бы они сделать на самом деле. Ну, прикольно. Всем советую. Так, мы приехали на фестиваль красок. И уже просят сфоткать. Ну да, но мы еще сейчас туда зайдем, посмотрим, что там происходит. Сейчас тут много индусов, которые уже в краске. Пошли. Dzień dobry. Зачем он тебе сказал день добрый? Он, видимо, такой же поляк, как и... Как и мы, да? Да, день добрый. Ну, хочется что-то хорошее сказать, но он забыл, что. Ну прикольно, что праздник только для индусов. Больше никого здесь не будет, кроме нас. Ну, вообще, во всех странах его сейчас проводят. Это подождите. Давай, Стешка, разговаривай. На истинном позже. Dzień dobry. A tam Tak, żeby wejść trzeba kupić proszek jeden na osobę. Jak z dziećmi? Сколько стоит? а нам или то? 10 zł, jedna paczka. Давайте какую-то хочешь. Какие ты хочешь? 3 штуки выбери. Давай розовенькую. Не. Ну я хочу розовенькую. И оранжевый. И розовенькую. 4, окей. Все? Дякую. Мама, я хочу голубой больше всего. Тогда зеленый папе. Отдай один папе. Папа, какой ты хочешь? Давай любой. Давай оранжевый. Короче, папе больше всего. Какие они тут красавцы. Ну, может, еще народ не подсобрался? Одна большая проблема. Догадаешь? Как 6 машин? Да. Хоть ты раздевайся, да? Да. Короче, друзья, очень прикольная штука.
Значит, мы пришли, сначала увидели какую-то колхозную дискотеку, и как-то было настроение не то, но вот краски делают свое дело, да? Как только обсыпались красками, превратились в детей и начали обсыпаться ими дальше, бегать и танцевать. Так что всем советуем, пожалуйста. Красный в краску, правда? У нас есть маленький телебарометр. Если вдруг Матвей куда-то не хочет, туда нужно обязательно идти. Да, Матвей? Опять не хотел? Опять не хотел, опять понравилось, да? Да. Такой. Не скромничай, не скромничай. Грязный и довольный собой. Там дядек этих закидал, а потом они его чуть-чуть подловили, да? Положи ручки себе на Мост, колени. смотрите, какой мы здесь не проезжали. Красивый такой. Классный мост. Почему? Он был. Это же через это. Нет, это уже Через несколько этих мостов. Здесь мы не проезжали на этом мосту, по-моему. Мне кажется, мы по нему пешком ходили. Давно, да? Да. Это что-то довольно знакомое. Прикинь, с чемоданами. Прикинь, по Варшаве пешком с одного района в другой. Да. Студенческая нелегкая жизнь. Ну что, у тебя не найдется с десяток историй про типа походы куда-нибудь? Найдется, конечно. Студенчество все бывает в первый раз. Дорогие друзья, вы не поверите, чем мы сегодня занимались целый день. А занимались мы следующим. Мы искали собаке отель, коих в Варшаве оказалось немного. Скажем, с 12 с полудня до 7 часов вечера мы ездили по Варшаве, потому что многие трубки не берут, и искали отель для собаки. Мы его так и не нашли. По итогу мы написали в чат диаспоры и попросили людей присмотреть за собакой, пока мы слетаем в Швецию. Но это просто, не знаю, нонсенс какой-то. Поэтому, если у вас окажется такая ситуация, вы окажетесь в Варшаве и вам нужно будет улетать без собаки, то заранее подготовьтесь к этому моменту. Завтра мы вылетаем в Стокгольм. И будет у нас 4 дня в Стокгольме, и будем снимать там контент, так что подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики, будет все круто. Друзья, а угадайте, возле чего я стою? Это автомат по продаже каннабиса. Как вам такое, Илон Маск? В Польше, значит, недавно легализовали коноплю, и вот, в общем-то, вот так вот ее можно купить спокойно в автомате в переходе. Не знаю. Ну, не видно здесь никаких очередей, видимо, не совсем он пользуется популярностью, но как бы вот такое вот есть. Попробовать, не попробовать, напишите в комментариях, никогда не пробовал. Короче, друзья, я все-таки купил, ну, то есть, как напишите в комментариях, так и будет. Если скажете попробовать, то попробую. Если нет, то не попробую. Так и поверили. Ты чего? Так и поверили.